ходе эволюции многие живые существа, обитавшие на суше, переходили на водный образ жизни. И у некоторых из них это получилось очень даже успешно. Сейчас сложно представить, что предки современных китов когда-то были парнокопытными, а тюлени и некоторые другие ластоногие произошли от существа, похожего на выдру. Во времена динозавров с одним сухопутным существом произошла подобная метаморфоза. Так появились одни из самых опасных морских хищников за всю историю нашей планеты. Сегодня речь пойдет о мозазаврах. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это позволит быть в курсе выхода очередных выпусков, а ваши лайки и комментарии помогают в продвижении нашего канала. Мозазавры были грозой подводного мира мезозойской эры. Самые крупные представители семейства мозазаврид достигали в длину 17 метров. По данным некоторых исследователей, они могли вырастать и до 20 метров. Это были самые крупные ящерицы в истории Земли. Их предками были небольшие по меркам той эпохи сухопутные пресмыкающиеся, относящиеся именно к этому подотряду. Этим ящерицам, обитавшим вдоль морских и океанских берегов, было сложно конкурировать с более развитыми динозаврами. Поэтому они охотились в воде, а все остальное время проводили на суше. Именно так, по мнению ученых, жили наиболее вероятные предки мозазавров – айгиалозавры. Об их внешности и образе жизни известно достаточно мало. К этому семейству на данный момент относят всего 2 вида, причем каждый из них выделен в свой род. Длина айгиалозавров не превышала 110 сантиметров. Строение черепа этих ящериц схоже с черепами мозазавров, но их тело больше напоминает тела сухопутных ящериц. Практически все окаменелости, связанные с этими существами, найдены в Южной Европе. В этих местах примерно 100 миллионов лет назад располагалось побережье теплого и неглубокого океана Тетис. Там были все условия для дальнейшего развития. Самым ранним из известных науке мозазавров считается даллозавр. Впервые останки этой ящерицы, которая жила примерно 92 миллиона лет назад, обнаружили в 1989 году недалеко от города Даллас в Соединенных Штатах. Именно так ящерица получила свое название. Это открытие позволило ученым окончательно определиться с происхождением мозазавров. Эта ящерица длиной всего около 1 метра стала недостающим промежуточным звеном между сухопутными и морскими мозазавридами. Даллозавры были уже полностью морскими обитателями, но при этом у них сохранились конечности сухопутной ящерицы. Ученые считают, что образ жизни даллозавров был схож с образом жизни современных амфибий. Еще одной переходной формой между сухопутными ящерицами и гигантскими морскими хищниками может считаться ягуарозавр. Этот ящер обитал у берегов современной Колумбии примерно 90 миллионов лет назад. Сначала был обнаружен хорошо сохранившийся череп, а также несколько ребер и позвонков. Длина черепа этой особи составляла 47 сантиметров. Исходя из этого, ученые предположили, что этот небольшой мозазавр имел длину около 5 метров. Но среди более поздних находок, связанных с ягуарозаврами, имеется череп длиной 87 сантиметров. Это значит, что максимальная длина тела этого хищника была намного больше. Лапы ягуарозавра еще напоминали конечности ящериц, способных ходить по суше. У более поздних видов мозазавров они превратились в самые настоящие плавники. Но до сих пор считается, что язык мозазавров был раздвоенным, как у ящериц, и служил он для тех же целей. Самый крупный и, наверное, самый известный из них, мозазавр Хоффмана, по оценкам некоторых ученых, вырастал до 20 метров в длину и мог весить до 30 тонн. Мозазавры были одними из самых успешных морских хищников конца мелового периода. Во многом в этом им помогло отсутствие серьезных конкурентов. По неизвестным пока причинам, к этому времени в морях резко снизилось количество ихтиозавров и плезиозавров. Эти ящеры перешли на водный образ жизни еще раньше, чем мозазавры, и в течение сотен миллионов лет
конкуренцию им составляли разве что гигантские акулы, исконные обитатели морей и океанов. Но в ходе своего развития мозазавры обзавелись множеством черт и приспособлений для того, чтобы не опасаться никого, кроме своих же более крупных собратьев. Доказательства того, что мозазавры могли охотиться и друг на друга, ученые находят достаточно регулярно. По всей видимости, особенно это было характерно именно для мозазавра Хоффмана. Среди найденных окаменелостей есть череп мозазавра Хоффмана со сросшейся после перелома челюстью. Есть мнение, что эту травму хищник получил в схватке с еще более крупным существом, возможно, с другим мозазавром. Это говорит еще и об отличном метаболизме и о хорошей регенерации этих животных. Но основным источником пищи для разных видов мозазавров служили гигантские черепахи, моллюски и рыба. Считается, что они могли нырять на достаточно большую глубину и долго обходиться без воздуха, как современные киты. Но чаще они охотились в прибрежных водах или на небольшой глубине. Там они могли поджидать поднимающихся с глубины морских обитателей. В конце эпохи динозавров мозазавры расселились по всей планете. Их останки находят на всех континентах, причем постоянно появлялись новые виды этих морских ящеров. Рассказать обо всех за один выпуск практически невозможно, поэтому в качестве примера развития этих уникальных животных кратко опишем несколько видов мозазавров в порядке их появления в мировом океане. Клидаст. Останки мозазавров из этого рода были найдены в Соединенных Штатах, а также в Северной и Центральной Европе. Его средняя длина составляла около 4–4,5 метров, но отдельные экземпляры могли вырастать более 6 метров. Обитал он в тех местах в период от 88 до 70 миллионов лет назад. В распоряжении ученых есть два практически полных скелета в хорошем состоянии. Они найдены в 1891 году в штате Канзас и в 2001 году в Небраске, в Соединенных Штатах. К 1905 году было описано 15 видов этого мозазавра. Но более поздние исследования показали, что 11 из них являются разными возрастными стадиями одного вида. Основной рацион этого мозазавра составляла рыба. Также в нем были кальмары и морские птицы. Об этом говорит форма его зубов. Зубы были острыми и загнутыми назад. Челюсти были узкими и длинными, на нижней челюсти располагалось 17–18 зубов, а на верхней 16–18 штук. К тому же, как и у всех других мозазавров, на верхней челюсти клидаста располагался дополнительный ряд зубов. Голова имела форму перевернутого треугольника. Это позволяло лучше фокусировать зрение во время атаки. Тело имело большую длину относительно хвоста по сравнению с другими разновидностями мозазавров. Тилозавр. В конце мелового периода территория Северной Америки была разделена неглубоким внутренним морем. Среди других видов мозазавров примерно 85–75 миллионов лет назад там обитал один из самых крупных представителей семейства. Первые находки тилозавра сделаны именно в тех местах в конце 19 и начале 20 веков. Позже его останки находили в Антарктиде, в Южной Африке, в России, в Японии и в Западной Европе. Длина этого гиганта могла составлять до 12–14 метров, а масса тела от 3 до 8,5 тонн. Особенностью питания всех мозазавров было то, что они проглатывали свою добычу целиком или очень большими кусками. В желудках тилозавров находят останки крупной рыбы, включая акул, нелетающих птиц гесперорнисов и даже почти полные скелеты небольших плезиозавров. Важным открытием, связанным с внешностью всех мозазавров, является обнаружение в 1878 году окаменелых отпечатков кожи тилозавра. Раньше считалось, что чешуя мозазавров была крупной, как у крокодилов. Но эта находка показала, что их тело было покрыто мелкими чешуйками. Такая чешуя свойственна современным гремучим змеям, но у мозазавров размеры пластинок на разных частях тела отличались по размеру. Глобиденс.
Около 85 миллионов лет назад в водах вблизи современных Соединенных Штатов, Северной Африки и Индонезии появился достаточно необычный мозазавр. Отличительной чертой этого 6-метрового хищника была узкая специализация. Он питался моллюсками и аммонитами, имевшими твердый хитиновый панцирь. Для перетирания этой брони Глобиденс обзавелся зубами округлой формы. Благодаря им он и получил свое имя, которое как раз и означает «округлый зуб». Платикарп. Еще одним обитателем внутреннего Американского моря в период от 80 до 85 миллионов лет назад был небольшой мозазавр, названный платикарпом. Это означает «плоское запястье». В длину он имел около 6 метров. Как все другие мозазавры, плавал он при помощи 4 рулевых ласт и крупного хвостового плавника. Раньше считалось, что хвост мозазавров удлиненный с плоским концом, как у морских змей. Современные реконструкции изображают их хвосты похожими по форме на рыбье. Во многом их способ передвижения схож с акульем. Ученые предполагают, что охотился платикарп на мелководье. Он загонял рыбу к берегу, как это делают современные тюлени. Прогнатодон. Это был один из самых поздних мозазавров. Появившись примерно 83,5 миллиона лет назад, он дожил до окончания эпохи динозавров. Его останки встречаются по всему миру, включая Новую Зеландию и Африку. Длина его тела могла составлять до 14 метров. Из них 140 сантиметров приходилось на череп. Обнаружены и виды прогнатодонов, которые не превышают в длину 5 метров. Обладая огромными размерами, большой скоростью, отличным зрением и обонянием, мозазавры были совершенными охотниками. Ни одно современное животное не может сравниться с ними по приспособленности к водному образу жизни и стать главным морским хищником. Создатели канала благодарят зрителей, которые досмотрели выпуск до конца. Узнать больше о происхождении других животных из разных эпох вы можете в других видеороликах на нашем канале. Также в наших роликах мы рассказываем о развитии взаимоотношений людей и живой природы в прошлом, настоящем и будущем.